Сегодня будем говорить об Эдуарде Вениаминовиче Лимонове, великом и ужасном, у которого 22 февраля был бы 82-й день рождения. С Лимоновым связана огромная часть моей судьбы, судьбы Алексея Колобродова. Мы были знакомы. Не знаю, был ли знаком Олег, но он отдельно расскажет. И по совместительству мы еще и издатели первого беспрецедентного собрания сочинений стихов, поэм и текстов Лимонова. То есть это не проза Лимонова, а именно огромный, прекрасно изданный, с огромным комментарием четырехтомник стихов Лимонова, потому что, на наш взгляд, он, конечно же, очень серьезный, большой, уникальный, парадоксальный русский поэт, не только писатель. В кратком заходе в тему скажу, что для меня, конечно же, прочтение Лимонова, прочтение основного корпуса его романов, прочтение романа «Это яичко», купленного в городе Скопин Рязанской области в разгар перестройки в мягкой обложке глаголовской, он поверг меня просто в шок, разделил мою жизнь на до и после, как ряд других книг в моей жизни. Это не единственная, но одна из десятка главных книг в моей жизни. Хотя по результатам вот этого многолетнего общения и соратничества, а потом и некого раздора, не мной, правда, инициированного с Лимоновым, я могу сказать, что, конечно же, в большей степени, безусловно, я в политическом и литературном смысле ученик и ребенок Александра Ильича Проханова, чем Лимонова, но, конечно же, готов об Эдуарде Вениаминовиче говорить долго, бесконечно и касаясь любой темы с ним связанные Лимонов и война, Лимонов и политика, Лимонов и его женщины, Лимонов и романы, Лимонов и Франция, Лимонов и США. И в данном смысле, пожалуй, как и в случае с Прохановым, я являюсь, если не главным, то одним из основных специалистов по Лимонову, потому что, хотя бы потому, что я общался и в США, и во Франции с людьми, которые знали Лимонова тогда и никогда о нем вслух не рассказывали. Они мне говорили, какой он был тогда там, в быту, в жизни, в общении, во всем остальном. Кстати, уж, коль разгоняться сразу с места в карьер, то я хочу сказать, что, конечно же, пресловутые негры из романа «Это яичко» не встречались никогда, никому и нигде. То есть это, конечно же, плод лимоновского воображения. Их просто нет. То есть вы сами понимаете, что в жизни ничего не бывает бесследного, что однажды какие-то эти персонажи, с которыми, тем более там же один из персонажей лимоновских, Крис, он якобы с ним долго, там, до месяца общался, где-то с ним бродил, ходил, что-то там с ним как бы встречался. Вот. Ну, все это выдумка Эдуарда Вениаминовича, что подтвердили, конечно, все его знакомые, нью-йоркские, ну и парижские тоже, хотя это не в Париже было, потому что, как говорила по другому поводу мама Эдуарда Вениаминовича Лимонова, в романах Эдика про себя надо все делить на трое. Поэтому никаких, конечно, негров не было у него, он их придумал. Продолжаем, Алексей. Ну, это проблема, которую ты обозначил, не обозначив. Проблема всех лимоновских биографов, которые, безусловно, у него уже есть, вот, и которые, безусловно, у него еще будут. Вот. Первый из них – это Эммануэль Каррер, вот, француз. Поразительным образом книга, ставшая мировым бестселлером, она так и называется «Лимонов». Поразительным почему? Мало ли биографии становились мировыми бестселлерами, но эта биография стала мировым бестселлером без первоисточника, без текстов автора, который был на тот момент на Западе просто одномоментно совершенно запрещен, года, наверное, ну, сербские войны, да, 92-й. Как только выехал поддержать Сербию, тут же... 91-й, 92-й, да, все, Лимонов кончился. На Западе, собственно, уже очень имевший хорошую репутацию. Только во Франции издал 22 книги, был переведен на 20 языков. Да, на все европейские языки. Да. Американское имя, европейское, это еще больше, еще круче. И вдруг вот как они умеют это делать, вот как резко ребенок раз убрал звук, все, нету. Естественно, ни о каких речи не шло, ни о каких рецензиях, критических работах, биографиях, и вдруг появляется в этом безвоздушном, по сути. Забыли вообще, что был такой Лимон. Я помню, я на секундочку все-таки
вставлю свое слово, приехал в 2005 году впервые во Францию, естественно, стал искать Лимоновский Париж, позвонил ему прямо из Парижа, нашел его дом, он же чаще всего описывал в своих текстах свои адреса давал, я прям нашел, говорю: Эдуард, какое ваше окно? И он так очень спокойно говорит: Захар, стоите, да, вот там верхний этаж, вот такое-то окно. Я говорю: ну вот, я вижу ваше окно. Он говорит: спасибо. Дарью де Тюрен? Да. Вот. И я стал спрашивать французских знакомых, литераторов, критиков, говорю: а вот Лимонов. И они меня все так отводили за локоть в сторону и говорили: Захар, у нас не принято это имя вслух называть, об этом не надо говорить. Я говорю: а что, он у вас убил кого-то и съел? Говорю: в чем проблема? Он поддержал Сербию. Я говорю: что, больные, что ли, все? Говорю: Захар, прекратите. Если не хотите завершить свою историю в Париже, то не надо. Это к вопросу о чертовой европейской демократии. Это таким же образом завершил. Да. Просто за поддержку. Я таким же образом завершил. Да. Просто за поддержку Сербии человека в 1 минуту вычеркнули просто из, по сути, уже литературного истеблишмента французского, в который он входил полноправно. Продолжайте, Алексей. Вот, да, собственно, перейдем, к самому произведению, которым Лимонов страшно гордился, и когда я ему перечислял вот эти бесконечные ляпы, и сам метод, я высмеивал Карьера, о методе сейчас скажу, вот, Эдуард так, в общем, ему нравился сам факт. Ему нравился сам факт, что вышла его биография и стала мировым бестселлером. Я в те годы еще перемещался по планете, много летал по Европе и так далее. Я во всех аэропортах мира встречал книгу Каррера, она реально лежала как бестселлер, сразу же первая выкладка была, и там какой-то совершенно запредельный тираж, и Лимонов был тогда убежден, это были уже, соответственно, нулевые годы, он был убежден, что сейчас... Десятые, да, на этой волне начнут пересдавать его, но этого не случилось, это еще вопрос про европейскую демократию, то есть... 13-й год. У вас мировой бестселлер, книга Каррера и Лимонов, издавайте Лимонова и будете зарабатывать бабки, набивать чертовы капиталисты свои карманы. Так они еле-еле издали только потому, что с предисловием Людмилы Улицкой по тюрьмам, она легализовала царственно. Ну, еще там 1,5-2 книжки, там в Сербии, там кстати. Книгу воды где-то вышла. Да. Ну, в общем, ничего не произошло. Он, причем, помню, в блоге написал, что я становлюсь ведущим европейским писателем. Я хмыкнул перед монитором, подумал: Эдуард, ни черта ты никем не становишься, это Европа. Она никого не примет обратно. Если она выплюнула, то все. Вот Каррер, пожалуйста, Лимонов нет. Ну, давайте скажем еще 2 принципиальных вещи по поводу этой биографии Каррера. Да, я метод обозначу, а ты добавишь. Во-первых, Николя Саркози, президент Франции, сказал, что это его настольная книга, и всем категорически рекомендовал ее читать. Но не это самое страшное. Самое страшное, что Каррер скорее сделал биографию альтер-эго настоящего Эдуарда Савенко. Эдуард сказал роман. Да, к чему ты подвел, собственно, быстрее, чем я бы к этому пришел. Вот, собственно, что сделал Каррер? Каррер взял автобиографический автофикшн книги Лимонова, Харьковскую трилогию, американскую трилогию, французские романы. Вот, и, собственно, их в свою книгу переписал, иногда даже не сильно очень переписывал. Да, пересказал. Да. Вот, и снабдил это все прологом, эпилогом, какими-то моментами своих диалогов с Лимоновым, и вот получилась такая толстая, очень убедительная книга, ну и какими-то... Очень убедительная по объему. Да, представлениями среднего западного человека о России, например, мне запомнилось, что такое самогон. Самогон – это водка, которую русские зачем-то наливают в ванну и добавляют туда сахара. Видимо, из ванны же и пьют. Да. Каррер столько раз был в России, я тоже с ним общался. Там этого много. Много, да. На самом деле там этого страшно много. Вот, ну не суть. То есть я к чему? Я, собственно, не о Каррере, да продлит Господь его лета. Вот, я о самом методе каждой из лимоновских биографов, который поставит перед собой задачу жизнеописания Эдуарда, споткнется об эту проблему. Эдуард сам себе главный биограф. Насколько честный и достоверный биограф, вот Захар уже эту проблему обозначил, и проблема эта, безусловно, есть, касается не только негров, а касается вообще всего, собственно, что написано о себе. У меня лично некоторые вопросы вызывают бандитизм в харьковской молодости, да, потому что я эту среду знаю, даже спустя там лет, ну там конец 50-х, я с ней общался в 90-е довольно тесно. Вот, и я понимаю, что многое, ну, просто не могло быть, потому что не могло быть и все. Вот, ну ладно. Вот, поэтому мне представляется, да, по-своему остроумный выход нашел Андрей Дмитриев, питерский писатель, помимо Лимонова, он еще биограф Ким Ир Сена, такой достаточно глубокий, серьезный парень. Вот, нацбол.
Вот, он написал политическую биографию Лимонова. Но тут тоже есть проблема, потому что Лимонов сам несколько раз написал тоже свою политическую биографию. И Там тоже нет никаких открытий, честно говоря. Открытий. Для людей, знавших Лимонова, ни Каррер, ни Дмитриев не являются... Но сам по себе заход в Да. какую-то одну ипостась, Ну да, он да. уже плодотворнее, мне представляется быть. так. Поэтому, возвращаясь вот к этому изданию, я хочу сказать, что мы, по-моему, сделали некую принципиальную и, может быть, даже не побоюсь, рискну, поимею наглость сказать революционную вещь. Мы стали смотреть, попытались сделать такой набросок, эскиз лимоновской биографии через его тексты. Через тексты, которые необходимо комментировать. То есть мы попытались создать некую систему, такую, ну, если ее представить в виде какой-то стереоскопической конструкции, можно, где таблица какой-то Менделеева, условно говоря, где один элемент взаимодействует с другим, и это порождает какие-то реакции. Вот. Потому что все время появляются Лимонов же как бы репортажи. Это его творчество, это как бы такие репортажи из окружающей действительности, собственной жизни. Он очень редко меняет фамилии персонажей. Вот как они в жизни были, так они, собственно, у него в стихах и фигурируют, и в прозе. Вот. Абсолютно не меняет ситуации. Он меняет свое к ним отношение. Он меняет какие-то жизненные установки. Вот. У него меняется мировоззрение. Не мировоззрение в целом, но некое не смещается на несколько там градусов. Да? Вот это тоже интересно отследить. И мы вот эту работу попробовали сделать. Мне кажется, это самый правильный подход вот к биографии Эдуарда Вениаминовича Лимонова. Я не то что призываю, но просто рекомендую будущим биографам как-то обратить внимание вот именно на такую методологию работы с биографией Лимонова, потому что бесконечное умножение мифов – это не есть, на мой взгляд, продуктивный путь. Продуктивен он в литературе, блистательной. Я, например, вот Харьковскую трилогию ставлю выше всего. Особенно у нас была Великая эпоха и подросток Савенко. Вот. А выше все-таки американской. Вот. Но тем не менее, это гениальная литература, но это очень слабое пособие для будущих литературоведов и биографов. Да, эту проблему нам Эдуард оставил, вот, нам ее расшивать, как и много других проблем и загадок, как и много других. И вот это вот, как мне кажется, некоторое сегментирование. Лимонов огромен. Вот если попытаться разбить его на некие сегменты и их как-то объяснить, переиздать, актуализировать, смахнуть пыль, вот это сейчас, мне кажется, самый продуктивный подход к Лимонову. Вот, соответственно, вот вопрос к вам, дорогие товарищи, поэзия Лимонова, да? Что это такое? Вот, насколько это серьезно, насколько это значительно и актуально, насколько она была достойна отдельного, вот, как я сказал, сегмента. Смотри, Иосиф Александрович Бродский у нас сегодня такое мерило всего и вся, да, и он выделял для себя 4 поэтов: Пастернака, Ахматову, Цветаеву и Мандельштама. 4 поэта, у которых биографии превращаются во что-то такое большее. Да? Это уже какое-то хождение по мукам, это уже что-то сакральное. Да? А для него не только тексты, но и биография была важна. Я точно так же выделяю для себя среди поэтов второй половины XX века, так называемого бронзового века русской поэзии, русской литературы, да? Тоже 4 таких имени. Это, собственно, сам Бродский, это Леонид Губанов, о котором, я думаю, мы еще как-нибудь в передачах поговорим. Это Дмитрий Александрович Пригов и Лимонов. И каждый из них нес во второй половине XX века какую-то свою ноту, которой до этого не было. Если бы была, то она была как бы приглушена. Да? Бродский – это, понятно, такой постакмеизм, да? Унаследованный не столько от Ахматовой, сколько от Гумилева и Мандельштама. Да? Ахматова просто это продуцировала ему. Леонид Губанов – это такой постимажинист, человек, который перезнакомился со всем оставшимся есенинским окружением, да, постфутуристским окружением перезнакомился и так далее, так далее. Да. Дмитрий Александрович Пригов – это просто новое какое-то слово, человек-концептуалист, да, вот. И Эдуард Вениаминович Лимонов – это человек, который продолжает линию абериутов, такой постабериут.
Вот, И линию Хлебникова, конечно же. и линию Хлебникова, да, пост-абрио и постфутуризм. Ранний Лимонов, да? Конечно, конечно. И уже этим вполне ценен. Сегодня... А в поздних-то стихах, при всей их небрежности, нарочитой, неряшливости некоторой, которая называется возведена в примитивизм, прием, он уже вбирает-то всех перечисленных. Я-то как раз совершил личное открытие, я Алексея его поддержал, что Мандельштам, конечно же, был самым Да, главным да, поэтом безусловно. позднего Лимонова. А Олег верно провел, как мне кажется, поэтическую генеалогию, очень хорошо все разложил. И я, чтобы нашим читателям, не столь углубленным в поэзию, как мы, подам другой пас. Я расскажу, почему все-таки Лимонов уехал из страны. Потому что как только начинаешь что-то говорить о Лимонове, диссидент, он был против Советского Союза, а потом вернулся, стал за Советский Союз. Вот это нас сейчас любит слово «переобулся». Все это бред сивой кобылы просто. Потому что, конечно же, Лимонов, во-первых, сын советского офицера, НКВДшника, писал оды Красной Армии еще в молодые годы. Он был абсолютно, не скажу, что просоветским или патриотическим, но он нормально себя чувствовал в такой околосоветской богеме. Никаких претензий по отношению к родной стране, хоть сколько-нибудь нормально сформулированных, не имел. Ему просто хотелось, чтобы публиковали его стихи. Опубликовали их, по-моему, только однажды в какой-то заводской газете. Многотиражки, знамя труда, прекрасно, да. И на этом все завершилось. Но даже это не могло стать причиной для его выезда за границу. Он влюбился в позднюю свою эту, позже описанную в ее романах, любовь Елену Щапову, увел ее от мужа, там была блистательная любовная история, она еще дружила, назовем это так, с актером Царства Небесное Игорем Кваша, которого звали, и так далее. Там была... не только. Да, и не только. Да, дружелюбная была девчонка, дай бог ей здоровья. И он ее увел, и они тусили там в Москве богемно, в том числе много общались с разными западными дипломатами. И попали они, естественно, это неизбежно совершенно, на крючок КГБ. Не на крючок, а под их лупу. Они стали их разглядывать, что этот молодой человек приехал, портной, он реально шил штаны Акуджаве и многим другим артисту неизвестному, и многим другим. Он был блистательный, замечательный, яркий человек, и портной был тоже такой же яркий. И в конце концов, так надоело это брожение непонятных этих людей, поэты какие-то, пишут абсурдистские стихи, шьет штаны. Ему говорят: Эдуард, ты не хочешь вообще съехать из Советского Союза? Что ты тут шляешься своими стихами? Езжай, там на Западе... свои красивые девчонки мир покажешь. Да, мир покажешь, да. И они их сплавили просто, потому что не знали, куда их применить. А он тоже, судьба выдает такой вариант, поеду я на Запад. Поехал на Запад и очень быстро на Западе понял, что это кошмар, никаких поэтов там не ждут, никакой там публики для поэзии, тем более его поэзии, абсурдистской поэзии, яркой поэзии особенно нет. И он... стремительно, только попав в США, начал критиковать буржуазно-капиталистический режим, совершать акции антиамериканские, выходить с протестами, и все тому подобное. То есть Лимонов никогда никакой диссидой здесь не был, а стал там. Политикой Эдуард заинтересовался, которая определила всю его дальнейшую огромную судьбу и жизнь именно на Западе. Давайте скажем, что и прозой он именно в этот момент начал заниматься. Давайте еще один парадокс. Это протестные антикапиталистические романы. Остался бы Эдуард в Москве, продолжал бы быть андеграундной этой звездой, потихонечку бы спивался, продолжал бы шить эти штаны, фарцевал бы, в общем, А была бы ли тогда у нас эта блистательная судьба и блистательная литература? Стихи бы, наверное, были, потому что, понятно, что к тому времени... Что тут гадать, была бы, не была бы, но, в общем, в любом случае, он не знал бы так хорошо это США. Вообще западный мир. Просто сейчас это невозможно уже представить, а вы вообразите, что я, советский ребенок, выросший в деревне, и я вдруг покупаю у себя, по сути, в деревне эту книжечку, это яичко, а потом там история его слуги, и читаю про Лимонова, который у американского миллионера служил слугой. Это вообще немыслимо. Сейчас это невозможно объяснить, а для советского ребенка это вообще другая сторона планеты. Или его рассказы, где он встречает Новый год, День матери, встречается с американскими негритянскими проститутками в какой-то заброшенной
шикарные какой-то отели, и там все это огромные вот эти американские негритянские проститутки, он с ними, мальчик из Харькова, из Дзержинска, где я провел тоже юность, он с ними там что-то чокается. Но это было совершенно обескураживающе. Это, конечно, опыт, на самом деле, которого не имели чертовы российские либералы, которые стали нахваливать Запад. А он имел этот, он имел опыт. А если и имели, ну, не такой, конечно, но хотя бы там какое-то время побывали, длительное, достаточное для того, чтобы рассмотреть в подробностях этот мир и эту жизнь, да, они испугались, они струсили. И они струсили самих себя, они струсили вот этой своей золотой мечты блистательной, Ну да. которую они побоялись, что все, она их покинет, и тогда жизнь вообще теряет нафиг всякий смысл. Совершенно верно. А он еще одно, извините, надо сказать, а советская власть-то поздняя, вот это вот, ну какого, извиняюсь, черта, ну правда, ну зачем плодить количество талантливых людей, которые с тобой на пустом месте поссорились просто-напросто? Ну неужели Бродский не мог остаться в СССР? Конечно, да. Ну, какие у него были претензии? Да как уж, опять же, как ты говоришь, постоянно, ну, понятно, что на кухне... Два ребенка советских офицеров, между прочим. Да, Бродский... да. Вот. Или что, какой-то уж оглушительный диссидент был Сергей Довлатов? Да нет, конечно, спокойно бы печатался в юности, и все бы у него было нормально. Занимался бы журналистикой, писал бы свои смешные... Три ключевые фигуры, на самом деле. Бродский, Довлатов, Лимонов. И что-то их куда-то вот выпихнули. По кой черт? Зачем? Зачем? Талантливые ребята. Ну, у вас что, не было нормальных экспертов? Или вы в качестве экспертов использовали, конечно, вот советских писателей, которые, про которых тот же Довлатов сказал, советские, антисоветские, какая разница? А так вообразите себе иную историю советской литературы, вдруг появляется умный какой-то мужик в советском правительстве и говорит, так, короче, этот вот Лимонов, Саенко, Бродский, Довлатов и Высоцкий будут 4 главных литератора в Советском Союзе. Вместо этого Евтушенко, Вознесенского, вот эти, надоели. И все, это другая история страны просто. Абсолютно. Да, абсолютно, и мы бы пришли к каким-то совершенно интересным, невероятным. И Проханова тоже можно заодно, которого держали где-то. Невероятным результатом, да. Ну, какая-то ниша была бы выделена деревенщикам, которые этого более чем заслуживали. Поставили, на самом деле, советская власть совершила ровно ту же самую ошибку, что и наша вот эта власть десятых годов. Она поставила на людей, которые ненавидят ее, просто ненавидят, которые ненавидят саму тему государства и государственности. Ну, то есть они хороводили сначала с Галичем, потом с Аксеновым, потом с Евтушенко и компанией. И в итоге, как только перестройка, эти все люди заняли жестко антигосударственную позицию, равно как вот и у нас... Ну, Галич не дожил, да. Кстати, есть забавное сближение с Галичем Лимонова, тоже вот в этом самом контексте. Кто-то, по-моему, он беседовал, вот дочь Галича, не всеми, правда, в этом качестве признаваемая, с тем же, по-моему, Бабковым, генералом, которого мы недавно в связи с Прохановым упоминали, который возглавлял 5-е управление, который занималось диссидентами. Он говорит, а что, говорит, двух человек можно уважать, они с нами не пошли ни на какое сотрудничество, ни на кого не стучали. Ваш папа и этот дурачок-то, как его, Лимонов. Вот такая история, да. Олег, в какой контекст попал в твоей молодости Лимонов, пришедшийся, я так понимаю, на нулевые годы, правильно? Нулевые годы, конечно, но в первую очередь как яркий оппозиционный политик, поэт, прозаик. И, естественно, я начал читать с каких-то первых нью-йоркских книг и истории его слуги, и дневник неудачника. Он, как вы помните, насквозь поэтичен, что особенно порадовало. Увидел, что можно писать... вещь, да. Писать такую вообще прозу поэтическую, да, это крайне удивительно. И это я Эдичка шокировал, и дальше уже пошло полное погружение, но я скажу, наверное, шокирующая ваша вещь, мне очень нравятся его романы, где не встречается альтер-эго. Да, нет, меня не шокировало, мне тоже не нравится. Их 4. Мне нравится. И мне нравится. Я считаю, очень слабые. Палач, смерть современных героев. Супермена. Смерть современных героев и 316 пункт Б. 316. Это очень хорошие приключенческие тексты. Я считаю, что Лимонов мог бы, если бы он от себя немножко бы отвязался, мог бы писать прозу просто в виде прозы. Мы доспорим наш спор, неожиданно возникший в первой части программы. Во второй части программы, после рекламы, это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». Здесь я, Захар Прилепин, Алексей Колобродов, Олег Демидов. Говорим про Эдуарда Лимонова.
И снова здравствуйте. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои сотоварищи Алексей Колобродов и Олег Демидов. Мы говорим про Эдуарда Вениаминовича Лимонова, писателя, поэта, философа, отчасти солдата удачи, хотя тут он, как и с неграми, немножко додумал эту историю, отчасти с бандитской историей, о которой говорил ранее Алексей Колобродов, которую он тоже додумал. На самом деле была вот эта попытка или состоявшийся взлом магазина, который описан им. Я думаю, что это было первое и последнее преступление Лимонова, которое он совершил. Вот. Но, тем не менее, иные даже ставят под сомнение, что Лимонов писатель, потому что вот где Лимонов писал только о себе. Но мы вот с Олегом Демидовым напомнили в прошлой части программы о том, что, конечно, у Лимонова есть 4, скорее даже 5 романов, в которых действует не он, то есть герой названы иначе. Более того, в романе «Палач» он вовсе поляк, Оскар его зовут. А также романы «Смерть современных героев», 316 часть В, «Последние дни Супермена» и будет «Ласковый вождь». Собственно, последний роман Лимонова, где Лимонов придумал себе эту героическую тему, что он, на самом деле, когда его арестовали в Казахстане, как террориста, Лимонов террорист, мы забыли еще отдельную тему, да, в Казахстане с попыткой вторжения в Казахстан и отторжения части Казахстана. То есть, по сути, Лимонов пытался в 2001 году совершить то, что было совершено... За что, да, награждаются. ДНР и ЛНР, да. Тогда его за это посадили, а у нас... Сейчас с этим связана наша трагическая и героическая история. Так вот, и вот об этом он написал свой роман, о том, что он, на самом деле, тогда его не арестовали, а вот он туда ушел и где-то пропал там погиб. В Казахстане и погиб. Да. Я считаю, что это ключевая тема для Лимонова. Ему хотелось создать свой собственный миф, и я сделал для себя такую одну разгадку вот этого лимоновского парадокса, который всю жизнь хотел какой-то героической гибели, в итоге ее не получил. И я для себя как-то сформулировал, почему этого не случилось. Потому что Лимонов так хотел славы, так хотел успеха, так хотел признания, что хотел погибнуть, но из-за шторки подглядеть, как люди на это отреагируют. Это он настолько мучил. Конечно. Из-за этого он все время отдалял этот момент, что ну вот сейчас бы вроде, ну вот сейчас, а вот ну в этот раз-то уже точно, но как же хотелось посмотреть. При этом, конечно же, в какой-то момент он был и признан, и любим, и причем и высокие тиражи книг, и целая группа почитателей, там, и при этом и либеральная, и патриотическая, и националистическая интеллигенция наша, и наши элитарии любили все Лимонова, все признавали, там, от какого-нибудь Олега Кашина и Мити Альшанского до кого угодно. То есть он стал культом уже при жизни. И я помню, был даже такой опрос «Главный интеллектуал России», и там какой-то блогер выиграл по случайности. Но вообще второе место было у Лимонова, было понятно, что он победил. Обсуждать, да. Да. То есть он занял центральную позицию, то есть обыграл тогда он, там, скажем, Глеба Павловского, там, ну и всех остальных вот этих наших витей, интеллектуалов, и либеральных, и националистических, каких угодно обыграл. Но, тем не менее, ему всеми казалось, что мало еще больше, не надо известности и почитания, и именно поэтому, как мне кажется, он не мог успокоиться на романах о каких-то других совершенно неинтересных персонажей, когда есть такой интересный я. Поэтому он вот их написал 4,5 и забросил, и стал писать только о себе. Мне кажется, в связи с этим русская литература потеряла серьезного писателя, но зато вот как бы получила собственного биографа Лимонова, который активно мешал правду с домыслами и, конечно же, всегда во всех историях, во всех ситуациях описывал себя как бы прошедшего безупречно через любую проблему. Отчасти он имел на это право, безусловно. А я с тобой не соглашусь на этот счет, что русская литература потеряла, наоборот, приобрела, потому что потеряла мировая литература в первую очередь. У Лимонова, в частности, с «Палачом», с романом «Последние дни Супермена» были хорошие шансы выйти в большую мировую литературу. Он же выстраивал свою жизнедеятельность и в Америке, и во Франции на том, что
отходил от русского сообщества. Да? Для него это были люди абсолютно понятные, привычные и неинтересные. Да? Он искал общение с другими восточными европейцами, с французами, с американцами, где он тогда жил. Ему необходимо было вливаться в ту жизнь, в иную жизнь, познавать ее и описывать ее. И вот, мне кажется, в «Палаче» ему это вполне удается. Ты же сказал, что там главный герой побег Оскар. Да. Вот смотрите, я слушаю и, в общем, как бы посмеиваюсь внутри. Вы не забывайте, что все практически перечисленные вещи были романами вынужденно написанные в коммерческих целях. Из «Палача» он очень хотел сделать мировой бестселлер и четко совершенно писал его для денег, а «Палач» провалился. Вот, 306 пункт Б он писал просто уже в середине 90-х в Москве от безденежья, хотел такую антиутопию, ему кто-то сказал, что антиутопии хорошо продаются. «Будет ласковый вождь» практически на моих глазах произошла эта история, когда мы ему познакомили его с новым издателем, с Пятым Римом, и они, в принципе, готовы были неплохо ему заплатить. Ну, Эдуард уже сильно болел. Вот. По поводу вот этих двух романов не скажу, но, по-моему, это из той же серии. Вот. Я к тому, что как бы не выдавайте какие-то потуги сделать из литературы коммерцию за какой-то смелый творческий эксперимент. «Смерть современных героев» тоже написано во Франции, тоже хотел на этом заработать. Но, Леша, мало ли великих книг, написанные за бабки, для бабок и вообще по случаю... Преступление и наказание, например. Ну, да? как бы игрок там, ну и так далее. Это очень частая история. И более того, Лимонов сам говорил, что не только в случае с романами не про себя, но и в случае с романами про себя отсутствие денег – лучший способ вдохновения. Он все писал, стараясь, это нормально для писателя, стараясь понравиться. Все бравируя там своим советизмом, своим империализмом, своим вы пытаетесь выдать обычную писательскую практику, на мой взгляд, в случае Лимонова не очень убедительную, все-таки они теряют в его напоре, в его энергии, в его самолюбовании. Эти книги лишены... Утомляет его самолюбование, утомляет. Я книги, где Лимонов пишет не про себя, я там получаю ровно того же самого Лимонова, это мускулистая фраза, как бы в характеры, но там он убирает, наконец, себя, потому что я, как человек, читавший всего Лимонова, 50 книг Лимонова про Лимонова, это, знаете, то еще как бы приключение, да? Это вот люди прочитают 1, 2, 3, 4, а ты читал их там, может быть, там с промежутками, и тебе было любопытно. Там, нет, да? я в этом смысле считаю последним его большим, серьезным и лучшим, может быть, романом «Это иностранец. Смутное время», потому что дальше уже пошла политика, дальше уже пошла дневниковая фиксация, особенно в послетюремных романах, в «Сырах», «Дед». Ну, про вождя я в этом смысле даже не упоминаю, просто это понятная история. Вот, поэтому как бы как романист для меня Лимонов вот закончился на рубеже 80-х, 90-х. И опять же я возвращаюсь к твоей мысли, что от этого приобрела русская жизнь, русская политика. Давайте, наконец, от нашей вот этой критики литературной уйдем и перейдем к социологии. Давайте поговорим, собственно, о людях, которых Лимонов, фактически привел в русский мир, вырастил фактически, показал, предъявил русскому миру. Вот это, по-моему, пожалуй, самая интересная тема в наследии, в наследии широко понимаемом, наследии... Рассказывай. Что ты имеешь в виду? Мне кажется, это и большая часть новых реалистов, к которым относится Захар, да, и Роман Сенчин, и Сергей Шаргунов, и отчасти Дмитрий Данилов, Михаил Елизаров, да, Андрей Рубанов. Даже текст написал «Дети Лимонова», посвященный Елизарову и Рубанову, и все это более-менее так подробно. Ну, я уже в начале программы выписался и переписался в «Дети Пороханова», но могу... Никуда не деться. Да. Вот, потом, опять-таки, если посмотреть на мое поколение, помладше, я воспитан Лимоновым, Александр Пелевин, поэт и прозаик прекрасный, тоже воспитан Лимоновым. Я о литературе говорю. Да. Я говорю о социальной реальности. Я говорю о людях, которые, собственно, сейчас, а чуть дальше, видимо, больше, если вот как бы страна будет идти по тому же пути, который она сейчас выбрала, несмотря ни на что, будут играть роль в государственном строительстве, в политическом строительстве. Может, я обольщаюсь, да, я говорю о нацболах. И даже не столько, может быть, о нацболах, сколько вот об этих мобилизованных Лимоновым детей интеллектуалов, выросших на городских окраинах, в провинциях, в 90-х, в нулевых, которые были вдохновлены самим его примером его биографии, его радикализмом определенным, его сплавом красных и белых, на тот момент он, конечно, белые идеи не имел в виду, да, он имел в виду
нацию как приоритет. Я имею в виду об этом поколении бойцов, об этом поколении, которые сейчас воюют на СВО и воевали на Донбассе с 2014 года. Вот. Я, собственно, и не только литераторов здесь имею в виду, и даже не столько литераторов. Вот мне кажется, в этом его достаточно серьезная заслуга. Он этих людей привел, он их активировал, что называется. Вот. И мне кажется, сейчас они уже своего не отдадут. Оппонируйте. Ну, оппонировать тут нечему совершенно. Единственное, что, может быть, мы масштабы воздействия Лимонова чуть преувеличиваем, потому что, безусловно, его голос был важнейший в этом ряду, но не единственный. Объясню, что я в данном случае имею в виду. 90-е годы и нулевые годы – это всевластие постсоветского постмодерна, когда совместно Виктор Пелевин и Владимир Сорокин и прочие поменьше рангом доказывают, что нет ничего важного, нет ничего святого, нет ничего определяющего, нет никакой России. Все насмешка, все ухмылка, все какое-то скалозубство бесконечное. Тоска зеленая просто и повод для очередных острот. И в это время появляется... Советская власть, которая уже почила в бозе. Да, и в это время существуют и продолжают разговаривать с народом ряд персонажей, которые говорят, нет, есть важные константы бытия. Есть Родина, есть Отечество, в том числе и советская Родина тоже есть. Это Лимонов, безусловно, это Пороханов, это Егор Летов, это еще ряд других людей. Кстати, и Мамлеев, как неудивительно, тоже. Ну, то есть люди, которые настаивали на том, что константы сохранились. И вот это прямо опосредованно, через какие-то вещи, оно дало результат. Потому что, конечно, сам сегмент там, лимоновских, непосредственно лимоновцев, как таковых, на войне, он не столь огромен, как это может показаться. То есть там, в моем подразделении даже, которое считалось нацгольским, их было там 10%. Там, да, а остальные были ребята из самых разных просто страт и семей. Там, да, и если они восприняли правду Лимонова, то через какие-то уже волны определенные. Но самое главное, что они выступали Лимонов был одним из основных людей, кто выступал как праведник, спасающий свое собственное государство, которые топили все, кому ни попадя, а вот их малое число, Лимонов, Пороханов, Макашов, Анпилов, которые говорили, идите все к черту со своим Западом. Мы знаем, что такое Запад. А Лимонов точно знал, что такое Запад. Какая к чертям Украина? Какой Крым? Вспомните это интервью знаменитое в Ютубе, часто его смотрели, о том, что Лимонов говорит в 92-м, 93-м, 94-м году о существовании независимых республик. О том, что зачем все это нужно, какой Крым? Это нужно возвращать. И вот его гнобили, сажали, пересажали, переубивали огромное количество сторонников и пришли в итоге там 30 лет спустя к тому, что Лимонов говорил, и стали звать его на все телеканалы. И говорили, Эдуард Леонидович, вы там говорили в 92-м году, там, да. Помните? Вот идите, теперь можно в телевизоре про это говорить. Да. И он последние годы провел, говоря в телевизоре то, что он говорил за 30 лет до этого. А уж что творилось, черт побери, в наших социальных сетях, когда они стали появляться, какие помои лили с утра до вечера на Лимонова наши эти первоблогеры либеральные, это сейчас вообразить невозможно. Я тогда как раз начал работать журналистом, и я под каждой статьей, под каждым упоминанием Лимонова, я читал, что там пишут, там 99% было помоев, которые на него выливали. Там были единичные люди, которые говорили, он не глупый человек, это очень интересно. И он однажды даже написал, что спасибо тем редким комментаторам, которые меня благодарят, которые меня понимают. Мы сегодня даже не понимаем, что пришлось ему претерпевать. Это все писали наши, возможно, скорее всего, нынешние самые радикальные патриоты. Они в 90-е годы гонялись за Лимоновым просто за каждой его статейкой, чтобы вылить очередную свою порцию помоев на него. На человека, который, конечно же, был парадоксально, удивительно, потрясающе прозорлив, в том числе и как философ, как социальный философ. Я передаю слово своим товарищам, возможно, они об этом говорят. Более того, да. Чуть-чуть дополню тебя, потом передам слово Алексею. Все эти люди, которые в 90-е, в нулевые, в 10-е ругали Эдуарда Вениаминовича, сегодня нас учат, как правильно его читать, как его издавать и так далее, так далее. Это просто какой-то парадокс. Но я скажу, что Лимонов всю свою жизнь повторял какие-то максимумы,
проговаривал какие-то идеи, ну, то, о чем я говорил, аятолла, учитель, и вот он выучил несколько поколений литераторов, не литераторов, нацболов, не нацболов, просто несколько поколений, и теперь эти поколения несут его максимум, его идеи, и мы сегодня, собственно, после 24 февраля 2022 года живем в мире лимоновском, скажем так. Можно так сказать, да. Я не удивлюсь, если в скором времени столицу перенесут, как Лимонов завещал, куда-нибудь в Южную Сибирь, да? Кремль станет чисто музеем и так далее, так далее. Идей у него прекрасных было множество. А что касается как раз идей, вот мне представляется, что сейчас это необходимо издавать, переиздавать, объяснять и комментировать. О чем я веду речь? Ты обозначил 92-й год, а ведь первые вот эти вот антиперестроечные, антизападные, очень глубокие статьи с историческими экскурсами, с массой информации, которая советскому читателю была совершенно неизвестна. Он начал публиковать в 88-89 году в «Известиях» сначала, потом в «Советской России». Все это потом составило сборник. Очень сейчас библиографическая редкость. Это, ну, в интернете есть все, а вот в книжном виде это такая книжку эту достать сложно. Она называется «Исчезновение варваров». По названию очень забавной, очень пророческой, очень яркой повести, которую сейчас тоже не грех бы перечитать. Не повесть, конечно, а эссе. Эссе. Да. Как пропала Россия вдруг? Как вдруг Россия пропала, и как на это реагирует Запад. Да, «Исчезновение варваров» — это образ из стихотворения Константина Кавафиса, замечательного новогреческого поэта. Вот, как же, да, как жить нам, римляне говорят, как жить нам теперь без варваров, они казались нам подобием выхода. Лимонов использует этот образ виртуозно. Вот, а дальше в этой книжечке идут статьи о том, что нам, вспомните, перестройка бушует, разоблачено все. Мы должны всего стыдиться нахрен. Мы должны просто закрывать глаза, поливать слезы, бить себя хвостами и все. Он говорит, стыдиться нам совершенно нечего. У других история страшней, кровавей, безобразней, отвратительней, запятнана рабством, запятнана массовым геноцидом и так далее. Перед войной, какой там пакт Молотова-Риббентропа, чего стыдиться? Вся Европа была фашистской, нас никто не поддержал и не готов был поддержать. И подписывали сами в свою очередь. Противостояние с Гитлером. До пакта Молотова-Риббентропа, первый пакт был у Пилсудского, последний был у Британии, знаменитый Мюнхенский сговор. Чего на этом фоне стесняться и стыдиться? И так далее. То есть вот огромное количество вот текстов, которые и сейчас не грех перечитать, нормально прокомментировать. Второе, грандиозная вещь. Мы тут несколько программ назад говорили об огромном успехе, для меня не очень, честно говоря, понятном, который среди молодежи имеет антиутопия Оруэлла 1984. Не очень мне понятно. Я к Оруэллу отношусь скорее с интересом. Вот. Книга, мне кажется, очень яркой и удачной. Я понимаю, что Оруэлл имеет в виду не сталинский режим там совершенно, безусловно. Это я могу аргументировать, но дело не в этом. Видимо, она была влиятельна на Западе. Ну, не как у нас сейчас, а может быть в 80-е годы, потому что Лимонов берется за такую серьезную работу написать памфлет, такой своеобразный ответ Оруэллу, где Оруэлл описывает якобы тоталитарное общество, а Лимонов пишет памфлет на современное ему демократическое общество. И называется эта книга «Дисциплинарный санаторий». Кстати, благодаря этой книге, которая сейчас тоже редко в каких-то общественных дискуссиях упоминается, да и, прямо скажем, редко читается и перечитывается, благодаря этой книге к Лимонову пришла такая величина, как Егор Летов, который, вот, в общем, прочитав «Дисциплинарный санаторий», был просто поражен и ошарашен. Да? Вот. И вот Лимонов, как социальный философ, вот, Лимонов как пророк, Лимонов как безжалостный препаратор социальных механизмов, инструментов, как человек глубочайшим образом их понимающий, сейчас насущно необходим. Я думаю, нам с товарищами надо как бы об этом достаточно серьезно задуматься, вернуть читателю эти книги Лимонова. Да, я за то, чтобы их издать. И надеюсь, что последняя жена, прекрасная жена
Эдуарда Емельяновича Кати Волкова даст нам права на хороший том лимоновской социальной философии. Но тут есть, правда, одна вещь, потому что, конечно, Лимонова многие люди, то, что называется простые люди, то, что называется обыватели, особенно просто нормальные русские люди, обычно они пугались его. Я помню, когда он появлялся в телевизоре в 90-е годы, изредка в кожаной куртке, и говорили, что он старик, почему он в кожаной куртке? С ёжиком, да, в заклепках, там уже металлист, там, ну, то есть, по-моему, какой-то негр какой-то. Где-то люди всякий раз слышали звон, не знают, где он, прочитают его какие-то полуинтервью, напугаются сразу. Вот. А Лимонов некоторое время хотел стать народным, хотел стать понятным. И вот эти статьи, которых Алексей говорит, «Исчезновение варваров», да и дисциплинарные санатории тоже, их может прочитать сегодня любой человек. Абсолютно. И там все просто и все абсолютно актуально. И Лимонов в 90-е годы понял, что он не может докричаться до своего собственного народа. Он все нормально объяснил про этот чертов Запад гребаный, который безумен, жаден и хочет сожрать Россию. Люди не восприняли это, и Лимонов радикализировался. И он ушел к подросткам, решив, как он это назвал, своровать молодежь. Он ушел и сказал, я буду панков у вас воровать и буду воспитывать другое поколение. И потом он с годами, даже, возможно, назло, что вот вы меня не восприняли, не поняли, не полюбили, а я был самый умный, он уходил все дальше и дальше. И некоторые закидоны его, конечно же, ну, я их не воспринимаю нисколько. Там про эти военизированные общины с общими женщинами, там вся эта чепуха, там из другой России контрольного выстрела, все эти лимоновские пророчества, они для меня яйца выеденного не стоят. Но он... Да и он понимал, что это, конечно, не работает. Он работал знаю. с молодежью, где просто этот дискурс... Сексуальный комфорт. По-моему, это эпатаж 90-х годов. И не да нет, это не эпатаж. Он писал это в тюрьме, писал это как завещание. У него были... Ему действительно приходили вот эти какие-то поразительные открытия, как вот ты недавно цитировал, что Лимонов пишет в дневнике, хочется быть гениальным каждый день. Но вот это вот хочется быть гениальным каждый день играло с ним дурную шутку, потому что когда они к нему не приходили, он тогда, сейчас я выдумаю тогда что-нибудь такое, чтобы все вообще охренели. Сейчас я подожгу фитилек, и все взорвется. И вот он там на 3 разумные вещи обязательно одна какая-нибудь дичь просто. Он там, мне просто очень задело в свое время, как отца 4 детей, что он там стал рассказывать, что дети там смотрят за плечо родителю, потому что они видят еще другой мир. Вот, каких-то демонов, джиннов. Все. Это дело в том, что Богдан у него появился, когда он уже после тюрьмы, когда он уже не мог пожилой папа, пожилой папа. И вот он там делал какими-то смыслами паразитарными. И нежность отцовская, и вот стариковская вот эта мудрость, и нерастраченный мистический какой-то. Вот он ему все в этого Богдана... Ну, в общем, зачастую Лимонов не хотел какие-то элементарные вещи, элементарно воспринимать, везде уже пытался найти что-то такое. Да. Ну, вот эти ереси многочисленные, которые вот я найду и там съем Бога, прости Господи, да. Но в конце концов, и можно договориться, когда заигрываешься в такие игры, да. Но тем не менее, как в той самой песне, смотрите, как я играю, кто там, смотрите, ангелы, я играю, как в песне, которую исполнял Миронов, на саму лимоновскую игру было смотреть в известном смысле упоительно. И, пожалуй, я думаю, что тут есть, как неизбежно будут какие-то у нас радиослушатели, которые скажут, а что ты, Прилепин, не рассказал о том, как Лимонов тебя проклял там, да, и как... Я напомню, что последние записи Эдуарда Лимонова в его живом журнале были обо мне. Вот, и даже Олег Кашин, небезызвестный по этому поводу, написал, что в этом есть определенное счастье, что Прилепин был последним человеком, про которого думал и писал Лимонов. Дело в том, что я своим вот этим критикам, сейчас затихшему у радио, напомню вещи, которые они, возможно, даже и не знают. Что, конечно же, я с Лимоновым с 96-го года общался столько много и рассматривался Лимоновым, и это было очевидно для всех, в числе его 2-3 наследников, которые должны были возглавить партию. И когда я ушел в общественную организацию «Народный фронт», возглавляемую нашим президентом, Лимонов воспринял это вот как удар лично по нему. Я ему пытался объяснить, говорю, Эдуард, это не партия, это общественная организация. И говорю, конечно, нам надо усиливать свои позиции, в том числе и в легальной политике. Но Лимонов тогда был уже смертельно болен. Да, мне кажется, он затребовал, чтобы я немедленно вышел оттуда. Я говорю, Эдуард, я не ребенок, что я вышел, это я остаюсь в своей партии, и ничего это не отменяет. И тогда Лимонов-то написал несколько постов, где, в числе прочего, написал комический пост о том, что он виделся со мной 3
3-4 раза в жизни, хотя там, если в Яндексе посмотреть, там совместных фотографий 35 примерно за раз. Да нет, существуют фотографии. дневники, в конце концов. Дневники, да, которые... Точно фиксируют встречи. Я там И где он когда себя находил, постоянно обо вообще мне пишет ясно, хорошие вот он вещи. фиксирует, что Да, приходил да. Алексей Колобров. Поэтому да. я договариваю своим дорогим оппонентам, что Лимонов писал обо мне и добрые вещи, и жесткие вещи, а вас, дорогие оппоненты, он за людей не считал и не видел в упор. Поэтому закройте свои рты. Продолжайте, У товарищ. меня коротенький сюжет, то, о чем ты сказал, Лимонов и народ. Я просто, вот тут я жесткий свидетель, и тут никто не прооппонирует, потому что других таких свидетелей, они есть где-то в Саратове, ну, как бы вот так сказать публично, наверное, никто из них не выскажется. Я свидетель, где он обрел, собственно, свой народ, и стал он более-менее понят, это в тюрьме. Да. Вот, это поразительная история, но совершенно вот эти вот, когда он спрашивает вот этих вот свирепых бандитов, на каждом из которых висело по 19 трупов на каждой руке, я этих людей тоже знал, вот, и в комментариях, кстати, мы их отразили, я специально там друзьям писал в прокурорском, мне было важно получить именно срок, статья, все вот это вот все. Вот. И когда он говорит, ну вот, собственно, как мне будет житься-то с вами, потому что у меня же есть вот эта вот первая книга, понятно. Они говорят, Эдуард, ты писатель, пиши, что хочешь. Вот эти свирепые разбойники. А потом, когда на улице в Саратове подходят вот эти бывшие арестанты и говорят, Эдуарда, ты увидишь, передай привет от такого-то, мы с ним на суд ехали в одном этом самом. То есть у человека воспоминания на всю жизнь, как он один раз в этом самом вагонзаке ехал вот с Лимоновым. Это замечательный финал нашей программы, потому что, конечно, Лимонов при всей своей парадоксальности и, казалось бы, вне народности был, конечно же, глубоко народным продуктом, народным русским человеком, поэтом, политиком, бойцом, бесстрашным, упрямым, своеобразным, с определенной хохлядской жилкой, но при этом русским просто до донышка. Это была программа «Ключи из Захара» с мной, Захаром Прилепиным, моими товарищами Алексеем Колобродовым, Олегом Демидовым. До свидания.